спортивном центре Стоунхилл-Дадзё почти завершалась вечерняя тренировка. Зал пах потом, татами и стиранными кимоно. На стенах фотографии победителей, кубки, кадры с турниров. Главный инструктор Эндрю Коллинз, мужчина под 40, уверенный, энергичный, только что закончил демонстрацию сложного приема. Ученики устало растягивались, кто-то уже собирал вещи. Эндрю, довольный уроком, хлопнул в ладони. «Ну что, кто еще хочет спарринг?» Ребята переглянулись. После тяжелой тренировки желание испытать себя было почти ни у кого. Тогда один подросток хихикнул и ткнул пальцем в сторону двери. «Вон, Мэри Элдридж идет. Может, она с вами выйдет, мистер Коллинз?» Смех прошел по ряду. Через дверь действительно вошла Мэри, уборщица спортзала, женщина лет под 50, с ведром и тряпкой. Изношенные кроссовки, простой халат, волосы под платком. Она собиралась мыть пол. «Эй, Мэри», — сказал Эндрю шутливо, — «готова на спарринг? Может, и тебе черный пояс положен? Дисциплина-то у тебя железная». Все снова засмеялись. Мэри подняла взгляд. Спокойный, уставший, но очень уверенный. «А почему бы и нет?» — произнесла она тихо, но достаточно громко, чтобы услышал весь зал. Ученики загудели, один подбросил перчатки. «Давайте, Мэри, покажите класс». Она не улыбнулась, поставила ведро в угол, медленно сняла халат. Под ним оказалось старое, выцветшее кимоно, в котором явно когда-то тренировались всерьез. Эндрю перестал улыбаться. «Ты правда хочешь?» «Да», — ответила Мэри, без шуток. Телефоны мгновенно поднялись. Кто-то уже включил запись. Эндрю, не желая выглядеть грубо, все же сказал: «Окей, только аккуратно, ладно? Чтобы потом мне говорили, что я обижаю женщин». Он надел перчатки, встал в легкую стойку. Для него это была игра, небольшой розыгрыш в конце занятия. Но Мэри шагнула на татами так плавно и легко, будто делала это всю жизнь. Эндрю решил начать мягко, легкий пробный удар. Но Мэри сместилась буквально на пару сантиметров, и его рука прошла в пустоту. Следующее движение было почти незаметным. Перехват, упор, и инструктор неожиданно оказался на одном колене. В зале ахнули. Эндрю неловко рассмеялся, поднялся, сделал более жесткий выпад. Теперь серьезно, но снова промах. Мэри использовала его собственный шаг, развернула корпус, и он снова рухнул на татами, уже тяжелей, чем в первый раз.